Таблетки Вазонит оказывают ангиопротективное, антиагрегационное, сосудорасширяющее действие, улучшают микроциркуляцию и реологические свойства крови, улучшает снабжение тканей кислородом и в наибольшей степени в конечностях, центральной нервной системе и в меньшей степени в почках. Незначительно расширяет коронарные сосуды. Показания. Применяется при нарушениях периферического кровообращения, болезни Рейно, нарушении трофики тканей, посттромботический синдром, варикозное расширение вен, трофические язвы голени, гангрена, отморожение, нарушение мозгового кровообращения, ишемические и постаплексические состояния, церебральный атеросклероз, головокружение, нарушение памяти, нарушение сна, дисциркуляторная энцефалопатия, вирусная нейроинфекция, профилактика возможного нарушения микроциркуляции. Применяют при ишемической болезни сердца, состояние после перенесенного инфаркта миокарда, при острых нарушениях кровообращения в сетчатке и сосудистой оболочке глаза, отосклерозе, дегенеративных изменений на фоне патологии сосудов внутреннего уха с постепенным снижением слуха. Препарат применяют при хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме, импотенция сосудистого генеза. Способ применения и дозы. Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, проглатывают целиком, запивая небольшим количеством воды. Суточную дозу делят на 3 приема. Начальная доза – 600 мг в сутки. По мере улучшения состояния дозу можно уменьшить до 300 мг в сутки. Пролонгированные лекарственные формы назначать 2-3 раза в сутки. Противопоказания. Гиперчувствительность к пентафиксилину и другим производным ксантина. Острый инфаркт миокарда. Порфирия. Массовое кровотечение. Геморрагический инсульт. Кровоизлияние в сетчатку глаза. Беременность. Период лактации. С осторожностью применяют при лобильности артериального давления, склонность к артериальной гипотензии, хроническая сердечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки для приема внутрь. При состояниях после недавно перенесенных оперативных вмешательств, печеночной или почечной недостаточности. При возрасте до 18 лет. Эффективность и безопасность не изучены. Применение при беременности и кормлении грудью. Применение препарата Вазонит при беременности противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание. Особые указания. Лечение следует проводить под контролем артериального давления. У больных с сахарным диабетом, принимающим гипогликемические лекарственные средства, назначение в больших дозах может вызывать выраженную гипогликемию. Требуется коррекция дозы. При назначении одновременно с антикоагулянтами необходимо тщательно следить за показателями свертываемости системы крови. Вводимая доза должна быть уменьшена у больных с низким и нестабильным артериальным давлением. У пожилых людей может потребоваться уменьшение дозы, повышение биодоступности и снижение скорости выведения. Безопасность и эффективность пентафиксилина у детей изучены недостаточно. Табачный дым может снижать терапевтическую эффективность препарата. Побочные действия. Со стороны пищеварительной системы. Возможно, тошнота, рвота, диарея, сухость во рту, снижение аппетита, ощущение переполнения в животе, боли в эпигастрии, повышение активности печеночных ферментов, холецистит, гепатит, желтуха, редко неприятный вкус во рту, гиперсаливация. Со стороны центральной нервной системы относительно редко головная боль, головокружение, беспокойство, нарушение сна, судороги. Со стороны органов чувств редко конъюнктивит, скотома, нечеткость зрительного восприятия, боль в ухе. Со стороны сердечно-сосудистой системы при применении препарата в высоких дозах возможно снижение артериального давления, тахикардия, стенокардия, нарушение сердечного ритма, гиперемия кожи лица, приливы кожи крови лица и верхней грудной части клетки, отеки, аллергические реакции, возможно, зуд, кожная сыпь, крапивница, отек квинки, редко, анафилактический шок,
Со стороны системы кроветворения и гемостаза. Редко кровотечение из сосудов желудка, кишечника, кожи и слизистых оболочек. Тромбоцитопения, лейкопения, панцитопения, гипофибриногенемия, изменение картины периферической крови, апластическая анемия. В связи с этим необходимо проводить регулярный контроль картины крови. Прочие. Редко. Недомогание. Повышенная ломкость ногтей. Изменение массы тела. Заложенность носа. Лекарственное взаимодействие. Пентаксифилин может усиливать действие лекарственных средств, влияющих на свертывающую систему крови, непрямые и прямые антикоагулянты, тромболитики, антибиотиков, в том числе цефалоспоринов, вальпроевой кислоты. Увеличивает эффективность гипотензивных лекарственных средств, инсулина и пероральных гипогликемических лекарственных средств. Циметидин повышает концентрацию пентаксифилина в плазме, риск возникновения побочных эффектов. Совместное назначение с другими ксантинами может приводить к чрезмерному нервному возбуждению пациентов. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 5 лет.